Ребята, всем привет! Давайте вместе с вами в этом видео пообщаемся по поводу дверных ручек и дверных замков на входной двери. Как вы видите на видео, у меня обычная недорогая китайская дверь. Вот, и со временем, значит, замок начинает уже плохо работать из-за того, что уже нет в нем смазки. И, соответственно, дверные ручки работают плохо на открытие и закрытие входной двери. Вот, как эту ситуацию исправить? Это чисто моя рекомендация вам. Если вы с такой ситуацией столкнетесь, вот, то вам нужно что в первую очередь сделать? Вам нужно разобрать дверной замок и промазать его литолом 24. Литол 24 это такое же, такая же смазка, как и солидол, только лучше по качествам. Вот, ее рекомендовали мне в хозтоварах. Сказали, солидол он хуже, литол получше. И эта смазка будет долго держаться в дверном замке, в дверном механизме и в механизме ручки входной двери. Вот, значит, что мне нужно было сделать? Мне нужно было снять механизм этот весь, то есть снять замок вместе с ручкой. Дальше тщательно его промазать в тех местах, где движущие части расположены. Вот. Потом его собрать. И, значит, со временем там это не сразу прям происходит, что ручка начинает, и замок начинает сразу прям нормально работать. Все притирается, смазывается вот этой смазкой Литол 24. И после уже все отлично работает. Это вот такая вот моя рекомендация. Купите этот литол, он продается, вот как вы видели, в пластиковой тубе, как крем. Очень удобно его хранить. Поэтому пробуйте, промазывайте. Если вы желаете, чтобы я снял видео, как разобрать вот этот вот дверной механизм, да, как это все снимается, как это все обратно ставится, как это все промазывается, я могу детально для вас это все снять. Но если вы напишите свой комментарий под этим видеороликом, тогда я буду понимать, что этот видос нужен для вас, и я его специально для вас отсниму. Так как я недавно промазывал ручку и замок, то в принципе мне сейчас это делать не стоит. Но если вам срочно это нужно будет сделать, да, и показать вам на примере, тогда я специально выделю время и сниму для вас очередной видеоролик. А также, ребята, по поводу литола я снял несколько видеороликов, можете посмотреть, для чего он применяется, в чем отличие литола от солидола. Поэтому загляните на канал и обязательно посмотрите эти видосы. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.